Привет, мои хорошие! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Каждый год мы думаем, чем бы таким интересным удивить наших гостей. Сегодня я предлагаю создать вот такие оригинальные салфеточные кольца к пасхальному столу. Самое главное, что мотивы, а также цветовую гамму и количество таких колец вы сможете создать на свое усмотрение. Для работы нам понадобятся следующие материалы: тонкий плотный картон, термопистолет, синтепон, нитка с иголкой, льняная либо хлопковая ткань, ножницы, кисти для красок и лака, карандаш, спонж, белый контур либо жидкий жемчуг. Также можно использовать вместо контура маленькие стразы или полубусинки, тонкое узкое кружево, а также можно использовать кружево пошире, просто отрезав от него необходимую нам часть. Акриловые краски. Для основы кольца можно использовать любые подручные материалы. Для примера я покажу пластиковую бутылку и обычную тесьму. Приступаем к работе. Вырезаем шаблон яйца, у меня это 4,8 на 3,5 сантиметра, и обводим на плотном картоне. Будем делать яичные медальоны. Подробно объяснять я не буду, так как подробное объяснение есть уже у меня в одном из мастер-классов, ссылочку на который я оставлю внизу в описании под видео, а также в конце данного мастер-класса, а также подсказка будет вот здесь. Вырезаем столько заготовок, сколько вы предполагаете сделать салфеточных колец, а также вырезаем дополнительно для каждой заготовки еще одну часть. Для примера я буду делать только 2 кольца. Дополнительную часть пока что откладываем в сторону, будем делать медальоны. Перед тем, как мы будем приклеивать кружево на готовые подушечки, необходимо нанести белую акриловую краску. Не полностью, а только высветлить центральную часть, так как в серединку мы будем делать либо декупажный мотивчик клеить, либо будем рисовать от руки. Я хочу нарисовать цыпленка. После высыхания медальоны необходимо будет покрыть акриловым лаком. Лаком покрываем для того, что если мы допустим ошибку, ее можно будет легко исправить, просто стерев лишнюю краску с поверхности. Сначала сделаем декупаж, а затем будем рисовать. Я выбрала вот такой салфеточный мотив. Салфеточку клеить я буду прямо акриловым лаком. Я пользуюсь вот таким лаком. Это обычный строительный. Не обязательно должен быть такой. Можете выбирать любой. Клеить также можно обычным декупажным клеем или клеем ПВА, разведенным наполовину с водой.
Подобные медальоны в форме яйца можно использовать в любых пасхальных композициях вместо гипсовых отливок. По такому же принципу можно сделать интересные магниты на холодильник. Здесь я немного покрою лаком и высушу. Лак высох, будем рисовать цыпленочка. Цыпленочка выбрала, потому что это настолько элементарный рисунок, справятся все. Думаю, что подобный рисунок нарисовать несложно. Если не хотите рисовать, тогда приклеивайте салфетку. Далее нам необходимо стянуть кружево иглой и приклеить, как в медальонах. Как это сделать, показано в моем мастер-классе по медальонам. К обеим половинкам сзади я приклеила кружево. Теперь приступаем к нижней части. Клеем дракон, смазываем картонные заготовочки и приклеиваем к ткани. Приклеиваем так, чтобы у нас оставались по бокам припуски для загибки. Делаем около сантиметра припуски на загибку и срезаем лишнее. Со всех полукруглых сторон делаем надрезы.
и заклеиваем ткань вовнутрь. В этой детали я дополнительно решила еще подклеить под низ кружево, потому что оно выглядит как детская брошь, хочу немножко это исправить. Здесь я не буду собирать иглой, а сразу приклеиваю на основу. Далее будем приклеивать детали с обратной стороны. Если на этом этапе сзади приклеить кусочек магнитной ленты, то получатся оригинальные пасхальные магнитики. На этой работе я не буду наносить точечки, а на этой нанесу по контуру точечки перламутровым контуром. Можно нанести точечки жидким жемчугом. Как вариант, по контуру можно приклеить декоративный шнур или маленькие стразы. Пока контур сохнет, приступаем к созданию кольца. Для кольца можно использовать обычную пластиковую бутылку. Отрезаем необходимый по ширине кусочек. Диаметра 3,5 или 4 см нам вполне хватит. Срезаем лишнее. И оклеиваем получившуюся полосочку либо кусочком мешковины, либо той тканью, из которой мы изготавливали наш медальон. Если мы будем использовать мешковину, то ее впоследствии придется немного высветлить белой акриловой краской. Также для этих целей подойдет обычная тесьма. Ее также можно оклеить кусочком мешковины или льняной ткани. Она получится довольно прочная и упругая, ничуть не хуже, чем пластик. Как вариант можно использовать плотный пластик от папок для бумаг. Здесь можно использовать как термопистолет, так и клей-титан. Но на пластике термопистолет использовать нельзя, потому что пластик легко плавится от соприкосновения с горячим клеем. Хорошенько проклеиваем край, чтобы он не распарывался. Сгибаем и склеиваем. Так как ткань у нас слишком светлая, как я и говорила, немного высветляем получившееся кольцо. Конечно же, чтобы этого не делать, легче сразу взять светлую ткань. Но я вам показываю это как возможный вариант. После высыхания краски приклеиваем наш медальон к колечку.
Вот такое колечко у нас получилось, но это еще не все. Так как верхняя часть кольца довольно-таки увесистая, оно может перегибаться. Делаем маленькую хитрость. Подклеиваем с этой стороны по бокам по 2 удлиненных бусины. Не обязательно использовать такие большие бусины, можно поменьше взять, можно 4 небольших. Делаем как бы ножки такие сзади. Можно даже подклеить мелкие финиковые косточки. Предварительно их покрасив, например, в белый цвет. Также можно подклеить небольшие валики из ткани. Лишнее срезаем и приклеиваем. Вот теперь оно получилось устойчивое. Белой краской также объединяем получившиеся ножки с нашей работой. Теперь колечко готово. Пластик я буду оклеивать той же тканью, что применяла в медальоне. Теперь уже после высыхания клея и закрытия пластика тканью можно использовать термопистолет. Здесь также необходимо с 2 сторон приклеить либо бусины, либо тканевые валики. Можно приклеить даже кусочки шпажки. Оклеить тканью, а затем приклеить. Ну, это уже тут как угодно. Деревянную шпажку окрашиваю в белый цвет и жду высыхания. После высыхания краски отрезаем 2 небольших кусочка по размеру кольца. Теперь берем кружево, которое мы использовали для медальона, и оклеиваем наши шпажки. Определяем места приклеивания и приклеиваем наши ножки. Вот так, уже колечко никуда не катится. Ножки вот эти можно, там где видно дерево, его можно немножко подкрасить, чтобы не было видно. Итак, наше второе кольцо для салфеточек тоже готово. Смотрите, как оно оригинально, симпатично выглядит. Наши пасхальные декоративные салфеточные кольца готовы. Буду рада, если моя идея вам понравится. Желаю всем вам творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!